Сегодня я расскажу о том, как начать инвестировать, если у вас нет опыта, нет накоплений и мало свободного времени. Поговорим о том, какие инструменты подойдут вам для формирования портфеля и как их выбрать. Когда нужно фиксировать прибыль и что должен знать сегодня частный инвестор, чтобы быть успешным. Если вас привлекает идея получения дополнительного дохода на фондовом рынке, но вы не знаете, с чего начать, думаете, что это сложно, нужно много вкладывать времени и денег, то это не так. Я расскажу о стратегии инвестирования, которую вы легко сможете освоить и применить, выделяя на это небольшую сумму и пару часов в месяц. Используя ее, вы научитесь самостоятельно формировать инвестиционный портфель с потенциалом роста, накопите свои первые сбережения или увеличите уже имеющиеся. Если у вас появятся вопросы, напишите их в комментариях. А если вы уже приобрели ценные бумаги, напишите, по какому принципу вы формируете свой портфель. Прежде всего, давайте выясним, что такое инвестиции и чем они отличаются от торговли или трейдинга. Финансовые инвестиции – это долгосрочные вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги. Для того, чтобы получить прибыль, инвестор покупает те ценные бумаги, у которых есть перспектива роста в будущем. Его не интересуют краткосрочные колебания цен на рынке. Трейдер же, наоборот, использует краткосрочные колебания рынка для торговли ценными бумагами на их росте и падении. То есть покупает, когда цена актива низкая, и продает, когда высокая. Чем чаще и больше успешных сделок, тем выше его прибыль. До недавнего времени инвестирование строилось на том, что капиталистическая экономика – это расширенное воспроизводство, а значит, в долгосрочной перспективе стоимость ценных бумаг на фондовом рынке растет, несмотря на кризисы и обвалы. То есть стратегия инвестора заключалась в двух словах – купи и держи, и через 2 десятка лет стоимость твоих активов обязательно вырастет. Однако с 2000 года этот принцип уже не работает. Исследования Тобиаса Левковича из Ситибанка показали, что за 12-летний период с 1998 года по 2010 прибыль по стратегии «купи и держи» составила 0. Это касается американского развитого рынка. На российском развивающемся рынке был рост в этот период. Но сегодня, когда мы прошли определенный путь развития и находимся на пике, у нас уже действуют те же тенденции, в которых развитые рынки пребывают длительное время. Поэтому инвестору сегодня и в будущем, чтобы получить прибыль, нужно, как и трейдеру, при достижении определенной стоимости актива забирать ее, то есть продавать актив. Как начать инвестировать? Прежде всего, откройте брокерский счет. Не индивидуальный инвестиционный, а именно брокерский. При выборе брокера обратите внимание. Первое. На его надежность. Если брокер входит в группу компаний банка, то лучше, чтобы это был банк из десятки системообразующих банков России. Если это просто брокер, то выясните, сколько лет он находится на рынке. Конечно же, чем больше, тем лучше. Второе. Насколько выгодные комиссии по сравнению с другими брокерами он предлагает. Третье. Насколько служба поддержки клиентов доступна, насколько быстро и подробно отвечает на ваши вопросы. И четвертое. Это удобство программного обеспечения и сервисов. Также при выборе брокера руководствуйтесь еще личными предпочтениями. Если у вас есть счет в каком-то банке, вы привыкли к нему, он вас полностью устраивает, и у этого банка есть брокер, то смело выбирайте его. Более подробно о выборе брокера и когда лучше не пользоваться индивидуальным инвестиционным счетом, я расскажу в одном из следующих видео. С чего начать инвестировать? Первое – это нужно определить, какую сумму вы будете выделять на инвестиции ежемесячно. Необременительность считается около 10% от нашего дохода. Если у вас уже есть накопления и вы хотели бы их вложить в ценные бумаги, то делать это надо постепенно и небольшими суммами. Нельзя вкладывать все деньги сразу. Второе. Нужно выбрать инструменты. Для формирования портфеля можно начать с акций и облигаций, так как они наиболее понятны. Начнем с выбора акций. Сначала сформируем тот набор акций, из которого мы будем выбирать для покупки. Таким набором могут служить индексы Мосбиржи голубых фишек и Мосбиржи 10.
Эти индексы состоят первый из 15, а второй из 10 наиболее ликвидных акций российских компаний. На сайте Московской биржи мы можем увидеть их состав и графики. Но я бы предложила вам объединить эти два индекса и выбирать не из одного какого-то, а из тех акций, которые входят в оба. И так как большинство компаний в этих индексах совпадает, то у нас таким образом получится всего 17 акций, из которых можно начать формировать свой портфель. Вот их список. Почему мы берем именно данные индексы как основу для инвестиций? Биржевой индекс, простыми словами, можно представить как корзину из акций, объединенных по какому-либо признаку. А голубые фишки – это ценные бумаги известных крупных и высоколиквидных компаний, которые имеют большой вес и влияние на экономику страны, составляют ее национальное достояние. Кроме того, почти по всем акциям из этих индексов выплачиваются дивиденды. Поэтому, естественно, если мы хотим накопить и увеличить свои личные средства, вкладывать их надо только в лучшие ценные бумаги. Прежде чем мы приступим к стратегии инвестирования, хочу напомнить, что любые операции на фондовом рынке связаны с риском. Чтобы снизить его, у нас должен быть план действий или стратегия. Мы должны очень хорошо представлять себе, что мы будем делать в каждый конкретный момент, будь то рост или падение рынка. Нельзя просто купить какие-то ценные бумаги, которые кажутся нам перспективными или о которых все говорят. Наш выбор должен быть обоснован. Мы должны понимать, почему мы покупаем именно эту ценную бумагу, почему именно сейчас и что мы будем делать, если она будет расти в цене или падать. Итак, как выбирать акции для покупки? Для анализа каждой акции можно пользоваться сайтом Московской биржи или такими площадками, как TradingView. Смотрим на график каждой акции из нашего набора за год и сравниваем их рост или падение друг с другом в процентах. Например, какая-то выросла на 15%, какая-то на 5%, какая-то больше, чем на 100%, а какая-то упала на 35%. Если все акции за год выросли, то покупаем те или ту, смотря сколько у нас есть денег, которая выросла меньше всех. Если были растущие и падающие, то покупаем те или ту, которые упали больше всех. Если все падали, а бывает и такое, то покупаем те, которые также упали больше всех. То же самое проделываем на следующий месяц и также берем год, но только сдвигаемся теперь на месяц вперед. Например, мы анализировали с января по январь, следующий месяц мы будем анализировать с февраля по февраль, потом март и так далее. Если окажется, что на следующий месяц те акции, которые мы уже приобрели по данному принципу, также показали большее снижение, чем остальные, или меньший рост, то докупаем их в свой портфель. Это стратегия покупки недооцененных акций, которая построена на закономерности рынка, при которой на определенном промежутке времени, обычно это 3 года, если какие-то акции растут, то на следующем промежутке они падают и наоборот. Если падали, то в следующие 3 года они растут. Инвестируя таким образом, мы приобретаем ценные бумаги лучших компаний по их лучшей цене и формируем свой портфель из дивидендных акций, у которых, кроме этого, будет больше потенциал роста. Покупку акций можно делать с другой периодичностью. Например, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в полгода и даже 1 раз в год. То есть, чтобы накопить, мы откладываем каждый месяц, а инвестируем 1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в полгода или 1 раз в год. Частоту покупки активов каждый определяет для себя самостоятельно. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Если вы только вошли на биржу, то выберите более длительный промежуток между вложениями. Так у вас будет время, чтобы адаптироваться к колебаниям на рынке ценных бумаг. Когда нужно продавать акции? Мы очень много слышим о том, что нужно покупать акции, но почти ничего не слышим о том, когда их нужно продавать. А продавать их нужно, конечно же, для того, чтобы получить прибыль. Нет никакого смысла держать их, наблюдая, как они то поднимаются, то опускаются в цене, и рассчитывать только на дивиденды. Тем более, если сумма, которую мы инвестируем, небольшая и дивиденды слишком малы, чтобы значительно ее увеличить или компенсировать падение активов.
Итак, решение о продаже той или иной акции мы принимаем в зависимости от установленной нами прибыли. Ориентиром прибыли для нас служит средняя ставка банка по депозитам. Если мы видим, что стоимость акций выросла и наша так называемая бумажная прибыль превышает прибыль, которую мы могли бы получить по депозиту в банке, то надо ее продать и рассмотреть для покупки другой инструмент. Необходимо следить за стоимостью акций в своем портфеле и определить для себя разумный размер прибыли. И если мы видим, что какая-то из акций в нашем портфеле выросла и прибыль по ней приближается к нашей целевой прибыли, то надо ее продать, так как цена ее может упасть и наша прибыль исчезнет. Важно помнить, что цель, ради которой мы находимся на фондовом рынке, это получение прибыли. Поэтому действовать нам нужно, исходя из этой цели. Вырос какой-то наш актив, принес прибыль, значит, надо получить ее. Иначе завтра все может измениться, и мы будем еще долго ждать, когда он вернется к прежним значениям. Нет плохой прибыли. Любая прибыль на фондовом рынке – это хорошо. Что касается облигаций. Начать лучше с облигаций федерального займа для населения. У них фиксированная процентная ставка, и пока она немного выше, чем ставка по депозитам. Это самый надежный вид инвестиций, доступный частному инвестору. Считается, что чем старше человек, тем консервативнее должен быть его портфель, а значит и больше облигаций в нем. Однако, мне кажется, что каждый вправе выбрать свой стиль инвестирования, который больше подходит ему по характеру, а не по возрасту. Но главное помнить, что фондовый рынок – это риск. Успехов! На сегодня все. Пока!